Война. День 283. Ситуация на фронтах. Несмотря на явные признаки подготовки россиян к массированному ракетному обстрелу, он пока не состоялся. В офисе президента Украины считают, что Россия выжидает сильных морозов, дабы последствия от удара были более болезненные для мирного населения. Но несмотря ни на что, в украинском обществе решимость воевать до победы нисколько не уменьшается. Украинцы уже один раз позволили оккупировать часть своей территории и пошли на переговоры, смирившись в своей массе с потерей территории в обмен на мир. Но россияне на этом не остановились и развязали еще более страшную войну, дабы захватить уже всю Украину и уничтожить любого несогласного. Поэтому теперь украинцы понимают, что у них только один выход – победа с полной деоккупацией своей территории, и никакие обстрелы это не изменят. Альянс Свободы. Германия передаст 7 дополнительных зенитных самоходных установок «Гепард». Сейчас у Украины уже есть 30 единиц такой техники. И хоть это далеко не новое оружие, оно себя эффективно показало в современных реалиях, так как это отличное средство для сбивания небольших низколетящих целей на небольшой высоте, таких как дроны. Дело в том, что БПЛА слишком дешевые, чтобы на них тратить дорогостоящие зенитные ракеты, а вот выстрел из зенитных пушек в этом плане стоит недорого, а вместе с электронными системами и радаром, которым оснащены немецкие гепарды, выстрелов требуется немного. Восток. Продолжаются приграничные обстрелы. По направлению Сватово-Кременная бои идут за Новосельское на трассе Н-26, где атакуют россияне, а также на подступах к Кременной, где российские военкоры, а также западные аналитики отмечают продвижение украинских войск, а украинский генштаб сообщает о отражении атаки возле Червонопопівки. Если ЗСУ удалось зайти в это село, это означает, что трасса Р-66 уже перерезана, и это очень важно, так как это рокадная дорога, то есть та, которая идет параллельно линии фронта и позволяет быстро перемещать войска и припасы на нужные участки. На правом берегу Северского Донца бои за Белогоровку, Спорное и Солидар. На подступах к Бахмуту продолжаются ожесточенные бои. Россияне идут в одну атаку за другой, не считая потери. Какого-то стратегического смысла в захвате Бахмута нет, но есть политическая цель – захват хоть какого-то города, что можно назвать победой, дабы хоть как-то сгладить горечь серьезных поражений за последние месяцы для российского общества. В районе Авдеевки россияне атакуют Водяное со стороны Опытного, но продвинуться не могут. В Первомайском, похоже, украинцам даже удалось немного оттеснить россиян. Также появились кадры украинских войск в Павловке, что свидетельствует, что россиянам до сих пор не удалось захватить это небольшое село, где погибло такое количество их морпехов. Дальше обстрелы вдоль линии фронта, но без изменений. Юг. Россияне продолжают обстреливать правый берег Днепра, в том числе город Херсон, от чего страдают мирные жители. Также они вывозят оккупационные администрации с прифронтовой зоны левого берега, в том числе из Олешек и Новой Каховки, вероятно опасаясь досягаемости украинских сил. Но каких-либо движений на этом направлении не произошло. Спасибо за просмотр, спасибо всем, кто поддерживает продвижение канала лайками, подпиской, колокольчиком. И огромное спасибо всем, кто поддерживает канал финансово.